Всех с наступившим. Вы живы? Ну вот отлично. Недавно у одного полукитайского продавца мелькнула интересная модель ноутбука, в основе которой стоял процессор Ryzen 7 7840 LHVS или HS. Точного обозначения не знает даже маркировщик AMD. X подразумевает увеличенный ТДП по сравнению с U и S, а HS это что-то типа X, но с горькой припиской S. Короче, у него якобы 45 Вт. Но не до конца понятно, в эти 45 включено потребление для встроенной графики и делят ли они его пополам, или же она берет из кассы в тайную. Блок питания заявлен на 100 Вт через Type-C. Но точно известно, что этот процессор принадлежит к Zen 4, в отличие от 5000-х, 6600H и ряда 7000-х. Вдобавок, встроенная графика у нас нового поколения 780M, которая на голову выше всяких век 6, 7, 11 и так далее. Аналогов в магазинах у данного ноутбука фактически нет, есть лишь один представитель от Mine Bin Laden за огромные 56 тысяч рублей. Давайте поглядим, что таит в себе данный процессор и не очередной ли это кидалово от мошенницы-саботажницы доктора СРУ. С завода ноутбук идет с одним модулем памяти на 16 гигов частотой в 4800, что как бы с порога говорит о том, что процессор поставлен в наихудшие условия в принципе. У встроенной графики нет собственной памяти, и она ее берет из оперативной, а ее частота критически влияет на производительность. К тому же самой системе также нужна оперативка, и она тоже берет оттуда же. Все из одного модуля на 4800 в как бы фиктивном двухканале, но на самом деле канал по-прежнему один. Крайне неприятный момент: 16-гиговый модуль на 4800 в нагрузке достигает 72-75 градусов из расчетных 60. Чипы ставятся лицом в материнку, где никакого охлаждения нет. И это не заслуга конкретных инженеров, а общепринятая практика у типа офисных ноутбуков как минимум. По задумкам маркетологов, пользователь является умственно отсталым, поэтому нагружать их не будет, сидя в браузере как овощ, с ноутбуком на встройке за 60 и более тысяч. Но подобное железо — это уже далеко не калькулятор с микроядрами. У него все-таки возможности гораздо шире, а DDR5 память, как известно, склонна к нагреву, в отличие от DDR4. Судя по всему, дополнительно в тарелку насрал микрон, чипы которого греются сильнее. Я вывел датчики с HV-Info в играх, где будет заметна огромная разница. В стойке 16-гиговый микрон с 4800 МГц греется до 72-75, а вот два Hynix по 8 на 5600 только до 52,5. То есть разница огромная, в 20 градусов, намекает на серьезное техническое отставание конкретно микрона или продажу заведомо плохих экземпляров на рынке с логикой «все равно купит». С учетом сегодняшней ситуации действительно купит, еще и в разы дороже. Конечно, на это также повлияла компоновка этих чипов. У 16-гиговых моделей распайка двухэтажная, их в 2 раза больше, чем на 8-гиговых. Да и общее потребление модуля не по 1,5, а более 3 Вт. Но в любом случае разница в 20 градусов критична, потому что безопасный температуры DDR5 считают в пределах 60. Что получается, модуль на 32 будет потреблять уже 6, а на 64 12 что ли? И как они будут охлаждаться без радиаторов? При 70 и выше скорость деградации будет гораздо выше, но это еще не все. В модуле встроен контроллер напряжения, который, заметив перегрев, будет включать тротлинг. И это новая неприятность для владельцев всех мини-ПК, портативных соснолек и ноутбуков в особенности, где стоят каменные чипы. Тротлинг по памяти проявится в резком падении производительности, который, понятное дело, первым делом возникнет в играх, которые активно ее используют. Спустя некоторое время, через 10 минут, полчаса, час, тут уже как повезет. И вне зависимости от мощности железа вы получите логодром, а обоссанный Steam Deck за полтинник изначально имеет крайне дохлое железо. Но фанаты членов, конечно, наслаждаются его автономностью и производительностью, особенно их отсутствием. Даже по меркам Xbox или PS5, которые, несмотря на все ухищрения, подобие оптимизации и сниженное разрешение также влачат достаточно жалкое существование, готовясь покупать игрушечки по 12-15 тысяч за копию. Им там, кстати, хотя бы флешки продают за эту цену или тупо бумажку за 50 копеек с кодом на скачивание игры присылают, кто в курсе. Вернемся к нашему резаку 7840HS. Я скачал 3 игры, их и попробуем протестить в 2 состояниях: из коробки и после кражи модуля. В биосе данного ноутбука, кстати, можно выставить частоты, исходя из возможностей их, но не более. Не забудьте выключить опцию SVM. В тесте кэша и памяти AIDA отображается желтым значком гипервизор, а эта хрень дополнительно снижает скорость памяти и увеличивает задержки, которые и так огромные.
Бенчмарк Лары, разрешение также 1920 на 1200, настройки средние, неиграбельные 20 кадров в стоке и 35 с двумя модулями. Это 70% прироста при учете, что в обоих случаях имеем упор во встроенную графику. Dota 2. Игра, где рейтинговая система уничтожена окончательно, а замеры производительности в реплеях превращены в клоунаду. При нажатии паузы FPS заметно вырастает. Ставим минималки для упора в процессор. Судя по всему, графика действительно способна выдавать под сотню на высоких. Относительно стабильная сотня кадров на минималках без активности, при маломальском замесе показатели падают до 80. А вот при установке двух модулей по 8 с частотой 5600, как и должно быть по спецификациям. Я, кстати, совершил самое благородное преступление в мире. Модуль на 16 был похищен, и вместо него поставлены 2 на 8 с частотами выше. И показатели выросли сразу на 60 кадров, можно сказать, процентов на 80. И третий станет Escape from Duckov. Настройки, можно сказать, минимальные. На базе в стоке показатели потряхивает от 40 до 70 кадров. На улице имеем 48 с упором во встройку в стоке и 8790 с двумя модулями без упора в нее, то есть настройки можно приподнять. Итак, какие выводы можно сделать? Не по данному ноутбуку, а по процессору. Неутешительные. Доктор Сру, к сожалению, ожидаемо и в своем стиле продолжает клепать урезанных инвалидов, не выставляя четких требований или хотя бы эталонного дизайна для систем охлаждения. Но на этот раз железо действительно неплохое. Судя по тестам на богатых каналах, которые делали их с двумя модулями по 16, стройка 780M может запускать большинство игр как-нибудь, включая даже многие новинки, чего не могут сделать другие встройки в принципе. Однако мы снова упираемся в ряд искусственных бутылок, искусно расставленных доктором. Во-первых, проц опять жарит себя как полоумный. Даже в пределах всего 45 Вт он будет долбиться в сотку. Режимов работы, конечно же, никто не предоставляет. А муда делает вид, что все норм, и человек, взяв офисник за 50-60 тысяч, ожидая получить тихий, негорячий ноут, получает печь. Энтузиасты выпустили ряд программ для ограничений процессора, но ключевое слово «ограничение». Он с завода уже весь ужат и урезан. В этих программах нет главного – настройки частоты. Маркетинговая клоунада с бустом до 4800 МГц и так далее, точно такая же, как и в моделях на Intel, вредна для здоровья ноутбука как минимум. Я буквально ощущаю боль машины, которая работает на износ уже с завода. Ну и циферки в бенчмарках, соответственно, липовые. На старте показатели будут высокими в краткосрочных, но при перегреве и длительных тестах сильно падать. Ничто не мешало амудауном выставить алгоритмы и оставить стоковые частоты, чтобы не превышать температуру в условные 80 градусов, а по возможности бустить их, если охлаждение позволяет. Конечно, в офисных задачах вы будете иметь 60 градусов и незначительный шум, но при серьезных нагрузках вентиляторы выходят на максимум и пробивают лимит тротлинга. Днище корпуса на выдуве становится таким же горячим, как и в типа игровом ноутбуке. То есть технические возможности справиться с 45 ваттами при нормальных температурах есть, но этого никому не надо, и весь потенциал процессоров в очередной раз выбрасывается в мусорку, дополнительно ослабляя их сверхмедленной памятью. Тесты DDR4 и 5 на примере 14600KF можете посмотреть на канале. И с ним хоть какие-то преимущества 5 над 4 появляются при частоте 5600 с учетом хороших таймингов, а не стандартных 46-х. То есть, получая перегрев памяти, которого на DDR4 не было, конечный пользователь не получает ничего, кроме наценки и ухудшенных показателей. Плюс не забываем, что требования к объему оперативки со встроенной графикой дополнительно больше. То есть, если в компе с дискреткой 16 гигов еще будет где-то хватать, в целом,
то со встройкой вам изначально нужно иметь условные 24-32 гигабайта. Так что если уж такой неплохой процессор в подобных условиях довольно плох, то всякая труха на Zen 3 и 3 Plus будет еще хуже. И пытаться заменить любую слабую дискретку на встройку – затея глупейшая. К тому же Doctors.ru выставила нездоровые ценники на процессоры с самыми мощными встройками типа 8060S. И тем самым только отбитые дурачки с деньгами будут их приобретать. Нормальные же люди купят условный игровой ноутбук с RTX 5060 от 70 тысяч рублей и получат в разы более высокую и стабильную производительность. А на сегодня все. Заходите на стримы на втором канале, комментируйте и тому подобное. Поддержать можно любым удобным способом по ссылкам в описании, не обязательно крупными суммами. Вот я отговорил вас от покупки дерьма, сэкономив несколько тысяч. Закинули 100, и мой доход за день составит уже 100 рублей. Короче, скоро услышимся.